Ребят, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы, и сегодня у нас обзор на героя из нашего призывчика Души оружия Алонса. Вот у меня этот герой есть, я его подкачал, это мой первый за 5,5 лет персонаж с насмешкой, который, возможно, в теории даже пойдет у меня в полноценную игру в команду обороны, но это не точно. Вот, значит, сейчас этого героя можно поймать с шансом 0,2%. Это синяя вообще 0,1%. Это жесть, прям как дракона поймать почти нереально. При этом все, люди все равно ловят. Вот, значит, я им немножко поиграл, давайте разберемся. Алонсо панцирь последнего короля, у него хорошая сила 832. Это очередная зеленая пятерка в моем гараже с хорошим, тем не менее, классом боец-кавалер. Этому конкретно герою, конкретно этот класс подходит как нельзя лучше. У него есть семья, называется «Оружие души». В этой семье, конечно, пока только 3 героя. Ну, сама суть в том, что все герои в этой семье обладают ядром души, так называемым. Всякий раз, когда герой семейства душа оружия получает какой-либо урон, ядро души оружия будет заряжаться в зависимости от количества урона. И после того, как ядро будет заряжено, эффект пассивного умения героя может быть усилен. Конкретно у Алонса эта пассивка называется ядро атаки. Когда мы будем заряжать наше ядро души, ядро атаки, если быть точным, то при использовании ультимейта Алонсо еще нанесет 250% урона всем врагам. Если мы заряжаем наше ядро не на 100%, а на меньше, там в пропорции, то есть, соответственно, в той же пропорции и урон будет наноситься меньше. Пардон. По опыту ульта врага, тычка с ульты заряжает наше ядро где-то на 20% в среднем, а тычка, ну то есть с камня, заряжается где-то на 8, 9, 10, 11%. Там по-разному, наверное, это зависит все-таки от уровня атаки вражеского героя, который нас бьет, ну или моба. Едем дальше. По статам 722 атака, 798 броня, 1475 хитпоинтов. Герой чисто оборонительный, саппорт. Ему навалили немерено брони и очень много хитпоинтов. Поэтому качать по эмблемам его тоже нужно в его сильные стороны. А это у нас щиточки вот такие, и это вот такие вот сердечки. Эмблемы качаем только щиты, сердечки. Зафиксировали, хорошо. Особый навык называется «Прошлая слава». Скорость маны средняя. Это классическая скорость набора маны для всех героев, насколько я знаю, которые имеют таунт, то есть насмешку. И есть только одно условие, там, конечно, Радамант, знаю, и Снежок-то они уже с прорывом давно. Вот, не знаю, там этот Дунамис, есть ли прорыв у него или нет. Ну, короче, ладно, средняя мана это хорошо для этого чувака. 9 камней как-то насобирать можно. А вот что делает его этот ультимейт «Прошлая слава»? Герой получает эффект насмешки, не дающий противникам применять против союзников особые навыки в течение 3 ходов. 3 хода у каждого, насколько я там помню, насмешника есть. То есть в Снежка точно 3 хода, там в Радаманта, по-моему, 3 хода. Ну, стандартный такой показатель, как у всех. Все союзники получают дополнительно плюс 44 к защите на 4 хода. Это классно. Контрим бронерезов таким образом. И повышаем выживаемость и нашу, и команды. Все союзники восстанавливают 680 очков здоровья в течение 4 ходов. Тикающий отхил, который еще и увеличивается с уровнем прокачки нашего ультимейта. То есть с дополнительным каким-то там артефактом на плюс 2 к уровню ультимейта у нас будет увеличиваться и количество отхила, и количество брони, которую Алонсо будет на нас накидывать. Заклинатель получает эффект предсмертного хрипа на 3 хода. В течение этого периода, если заклинатель умирает, он уменьшает ману всех врагов на 100%. Получается что? То есть, если мы ультим, навешиваем на себя насмешку, мы там больно страдаем. Короче, в нас все бьют, там пазики по 5 копий в нас кидают, даже и в баф брони. И в этот момент, если мы вдруг умрем, то у нас или кавалер может сработать, и мы выживем на самом деле, а потом будем отхиливаться дальше. Или же, если мы все-таки умрем и кавалер не сработает, то можно очень и очень жестко осадить всех героев, которых против нас выставили, потому что мы срезаем им полную ману. А это, ну, я думаю, вы понимаете, как может в войнах сыграть. То есть
ты там полбоя, 5 минут там ковыряешь эти камни, чтобы зарядиться там. А потом, короче, хоп, такой, Алонсо там от какого-то залетного камня умирает, и ты такой, оп, а маны нет уже. А камней тоже уже нет, и все, ГГВП. Прикольно, прикольно. На самом деле, по ультимейту все, и по механике все. Ну, герой максимально простой. Максимально простой, казалось бы, но при этом очень и очень хороший. Давайте чисто для интереса пойдем, не знаю, может в какой-то даже рейд зайдем, чисто глянуть на него. Сейчас мы его поставим, как работает его ультимейт. Потому что, ну, я его погонял, от души так погонял. Мне очень понравилось. И я вам скажу, что, опять-таки, ну, иногда, чем проще герой, тем он понятнее, тем легче им играть, тем больше он приносит пользы команде. Это, конечно, не значит, что там какой-то условный, не знаю, этот ведьмак зеленый Сигурд это супер имба, но в любом случае это хорошо. Вот здесь мяско есть, немножко поиграем. Алонсо прикольно использовать против массовиков-затейников, потому что так в него будет влетать максимально много урона, а для него это хорошо, потому что он насмешник, это, ну, одна из ключевых его особенностей — впитывать в себя урон. Нам нужно зарядить каким-то образом 9 камней. И дальше уже будем пробовать что-то с ним как-то играть. Посмотрим его ультимейт. Замечайте, вот, кстати, у него с левой стороны... только что у него прилетела тычка, и ядро типа зарядилось, но на самом деле не зарядилось, потому что я не знаю почему. Вот как 0% было, так и осталось. Если вы обратите внимание, если у него сейчас будут бить, или если ульта прилетит, там этот уровень процентов, он будет увеличиваться. Сейчас посмотрим. Какая-нибудь тычечка, что влетела. Опять в него ничего не влетает. Ну, значит, он сейчас, если будет ультить, то он совершенно никого и не ударит. Давайте еще Верцингеторика закинем. Может, он ультанет в нашу сторону, и это будет хорошо. Ну, нет, не захотел он ультить. А здесь миньончики отработали, кстати. Видите, 4% набралось. Это потому что мы, ну, типа, по нам урон пришел с миньонов. А если конкретно с тычек будет приходить урон, сейчас только Верцингеторик сможет ударить. Ну вот, он что-то там совсем капельки какие-то ультит. Короче, такое. Это лучше, конечно, в таунте уже использовать. Ультим Алонсо. Он нанесет там какие-то там, да, по 5 урона, потому что он вообще не заряжен. Ну, самое главное, что мы можем теперь посмотреть на него. Он навесил на себя насмешку, навесил на себя защиту и восстановление хпшечек. И если его кто-то вдруг убьет, то вот он уменьшит ману после своей смерти. На самом деле это очень сложно будет сейчас угадать так, чтобы его прям убили. Хотя в теории, вот нам уже унесли там кучу хитпоинтов. Если мы вот так сейчас еще прокинемся в пацанов, то, возможно, сейчас, смотрите, на ману соперников всех, если его убьют, его убили. Опа, а мана-то не скинулась, прикиньте. Ну все, я понял, да, потому что Уран сначала нас задиспелил. Блин, не получилось показать. Ну да и не важно. Когда, короче, Алонсо убивают, то вся мана скидывается. Это проверено не одним тапком уже. Блин, короче, неудачно Уран нас финишировал, не получилось красиво показать. Ну, суть не в этом. Ребят, суть в том, что это простой герой в использовании, легкий, он очень универсальный, он саппорт на все случаи жизни, ну, в принципе, как и Снежок, как и Радамант. Все, по большому счету, насмешники, они вот такие, знаете, вот крепкие такие чуваки, вот, которые используются во многих аспектах игры, во многих ее составляющих, и... Ну, я думаю, что, понятно, и он будет использоваться на войнах в защите, и в атаку его тоже, в принципе, можно взять, если идти против каких-то масс ультимейтов, для того, чтобы впитывать в себя урон. Понятное дело, что на какие-то там ивенты, вот эти все титаны, это все, короче, это все не про него, разве что, может, он еще зайдет на какой-то турнир там с отхилом, точнее, без отхила, и в комбинации с миньончиками есть такой вариант. В принципе, кстати, с Данте, если его поставить в команду обороны, это будет тоже не самый плохой, между прочим, вариант. Потому что это будет большая-большая защита, большие жирные миньоны.
и плюс насмешка. Да, у них будет перебиваться отхил, но это значит, что отхил будет почти бесконечный. Сначала там заряжается Данте, начинает отхиливать, потом там со временем Алонсо заряжается, начинает еще больше отхиливать, пока Алонсо отхиливает, там уже Данте второй раз заряжается. Короче, комбинация имеет место быть. Герой очень простой, но при этом он прикольный. Мне очень понравился. У меня есть ресурсы, в принципе, дать ему там парочку эволюций. Возможно, я ее попробую в какой-то войне там в команду обороны поставить. Сначала докачать, конечно, надо, там очередь, целая скамейка. Но в любом случае от меня этот герой получает 8, давайте, наверное, 8 даже с половиной. Потому что насмешников не так и много в игре. А он все-таки очень комфортный персонаж, и у него все его фишечки, они ему очень подходят. Это и кавалер, это и срез маны, если его убили, это и баф, это и отхил, и это еще и урон там в определенных случаях. Поэтому от меня 8,5. Герой обалденный, я его точно буду качать. Вопрос только в каком приоритете, в очень высоком или не в очень высоком. Ну, всех, кто его поймал, я вас поздравляю. Это реально очень и очень прикольный персонаж, который, ну, вот на войнах это прям просто must have. Его нужно качать, нужно использовать, ну, чем я и буду со временем заниматься. Вот, на этом все. Если вам понравился этот обзор, то подписывайтесь, ставьте лайки, напишите комментарий, как вам этот персонаж, что вы про него думаете, что вообще думаете про героев с эффектом насмешки. Ну и оформляйте спонсорство, будьте красавчиками. На этом все. Всем удачи, ребят, пока.